Всем огромный привет, кто зашел на мой канал. С вами Анжелика. Посмотрите, пожалуйста, на свой экран, и вы увидите, сколько счастья мне привалило. Это счастье мне привалило за 2 месяца. Мои покупочки за март и апрель месяц. Я не стала уже дробить видео, снимать частями. Я собрала все в одно видео, и у меня получилось целых 10 наборов великолепных. Здесь есть и Овен, и чудесная игла, и Риолис, и Лукас, и новинки. И на пару наборов я хочу сделать обзор. Оставайтесь со мной, и будет очень интересно. И давайте начнем. А начнем мы, пожалуй, обзор с Овна. Сейчас я все это счастье уберу. Будет очень много шелеста, вы меня простите, но без этого никуда. Вы посмотрите, сколько счастья. Я уже вся в предвкушении, когда я все это буду вышивать. Итак, Овен. По Овну у меня 3 наборчика. И что же у меня есть? Первый наборчик – это любопытство. Этот набор 35 на 28 сантиметров. Вот такой вот чудесный енотик. Я его когда увидела, влюбилась с первого взгляда. Очень долго думала над ним, нужен он мне или не нужен. Но так как у меня уже вышиты мишки за шишками, набор от Чаривной Мыти, то я думаю, этот енотик в пару к ним очень хорошо впишется. И я решила, что он мне очень даже нужен. И я его приобрела. Вот такое вот чудо, красота. Очень он мне нравится. И я уже в предвкушении, девочки. Это вообще, вот только держишь этот набор, уже все трясется, хочется все это начать распаковать. Ну, сзади вы знаете, Овен все закрыто. Канва, Аида. Аида у нас 14 аккаунта, 19 цветов. И вот такая вот прелесть. Сегодня у меня праздник, снимаю в день Страстной Пятницы. Вышивать нельзя, но я хоть поперебираю наборчики. Впереди Пасха, и тоже вышивать нельзя. Девочки, у меня по-настоящему происходит ломка. Я не знаю, как у других, но без вышивки ни одного крестика вышить нельзя, и я немного как бы страдаю. И скорее всего, что я залезу в свои запасы, и все это дело поперебираю, попересматриваю и сниму наконец-то для вас видео, все, что у меня хранится. Вот, это первый наборчик, енотик. Ну, что здесь, я, по-моему, все сказала, вы посмотрели. Красота неимоверная. Следующий у меня на очереди ягодный ликер. Тоже очень долго я на него смотрела, присматривалась, решала и думала, нужен он мне или нет. Но все время, когда я его видела, сердце замирало. И поэтому, скорее всего, что я тоже поняла, что без него я не смогу, он мне нужен. Этот сюжет составляет 22 на 29 сантиметров. Аида 18 аккаунта и 29 цветов. Вот такая вот прелесть. Канву не знаю, буду я менять или нет. Люблю я все-таки больше Аиду. И я еще, конечно, подумаю. Конечно, нравится мне эффект на равномерке. Ну, как в вышивке, в самом процессе вышивки я больше удовольствия получаю от Аиды. И вполне возможно, что я, скорее всего, могу даже оставить все на родной канве. Вот такой вот чудесный набор. Очень мне нравится. Тоже смотрела много отшивов. Плюс то, что я говорю, как бы смотришь, и это все нравится. А потом, когда девочки это все в отшиве показывают, это что-то невероятное. Так, это был мой второй. И третий Овен. Вот такая вот зимняя композиция. Его размер составляет 20 на 44 сантиметра. Все вы знаете вот эти вот продолговатые такие панельки. Так что
Аида 18 каунта, 32 цвета. Вот такая вот красота. Что касается этого сюжета, в инстаграме я недавно наблюдала, тоже девочки выставили отшив на равномерке в горошек беленький. Такая она была то ли серовато-голубоватого цвета. И это все в белый горошек настолько мне понравилось. Прямо это вообще, ну, вау. Я, конечно, вот так вот на белом фоне мне нравится, а в горошек еще больше понравилось. Поэтому я подумаю, вполне может быть, даже я тоже повторю это на равномерке в горошек. Очень интересно получилось. Очень. Овен. Вот 3 набора овен. Посмотрите, ну не прелесть, это же прелесть прелестная. Очень мне все нравится. И сколько красоты вышивать, девочки, не хватает пары рук, и времени не хватает, особенно сейчас пришла весна, катастрофически не хватает времени. Получается только вышивать вечером пару часиков и не более того. Так, это овен. А следующий я вам покажу чудесная игла. Чудесная игла у меня тоже 3 наборчика. И как вы думаете, какие это сюжеты? Вот первый вы уже видите, рождественское настроение. Но я вам подскажу, что это цветы. У меня все цветы. Куда же без цветов? Цветы очень люблю и в вышивке, и в доме, и на клумбе, и везде одни цветы. И они меня радуют. Так, ладно, лирическое отступление, рождественское настроение. Аида 14 каунта. Размер готовой работы 32 на 22 сантиметра. Я уже 105-я, которая показываю этот наборчик. Ну, давайте еще раз полюбуемся. Я все время тоже смотрела, и у меня захватывало дыхание, когда я видела его на экране в руках других девочек. А сейчас я его держу в руках, и это мой набор. Это вообще, я вам не могу передать, насколько мне нравится. Очень нравится. Чудесная игла — это что-то с чем-то. Я уже немножко, конечно, даже не немножко, а множко подзапаслась чудесной иглой. А вышила всего лишь один сюжет, один из фонариков. Один из фонариков, который там он с бабочками, с розочками, нежнятина, красота. Вот все, что хотела сказать вам по этому набору. Поедем дальше. Следующий у меня вот такая великолепная сирень. Аромат сирени. Размер готовой работы 40 на 37 сантиметров. 14 Аида. Вот такая вот цветная схема. Очень люблю сирень. Это, наверное, второй цветок, который я люблю после розы. Роза, конечно, это самое. Лучше розы, наверное, нету ничего. А затем уже идет сирень. Да и гортензии, собственно, даже не знаю, что больше. Но неважно. Вот такая вот великолепная разработка. К сирени я много присматривалась тоже. И все вообще как бы вот эти покупки, которые у меня есть, они не спонтанные. Они хорошо обдуманные. Все время я присматривалась, и я чувствовала, что я к этим сюжетам неравнодушна. А если я неравнодушна, значит, они у меня должны быть. И пускай они лежат, и пускай я все равно рано или поздно к ним дойду, потому что у нас все дорожает, и душа спокойнее, когда это все лежит у нас в закромах. Все вы это, девочки, знаете, да я и такая же, как все мы. Вот такая вот красота. Красота невероятная. И третий сюжет — это розы и фуксии. Обалденный.
Обалденный сюжет из-за своей вот этой вот салфеточки. То ли ваза синяя меня привлекла больше всего, то ли сами розы. Но я когда видела отшивы, это вообще, ну, слов нет. 16 каунт, размер готовой работы 31 на 35 сантиметров. Вот такая вот схема. Люблю цветные схемы. Удобно мне по ним вышивать. Ну, великолепная, великолепная разработка. Ну, в общем, у меня нет слов. Я даже не знаю, как передать вам все свои эмоции. Вот. Еще раз покажу вам 3 своих набора чудесной иглы. Ну, праздник. Ну, неужели это красота и праздник? Очень красивые сюжеты. Все сюжеты у чудесной иглы красивые. Все. Более или менее, ну, в основном, да, если бы мне было позволительно, я бы, наверное, всю скупила бы чудесную иглу. Ой, ну ладно, поехали дальше. Чудесная игла. И следующее это Риолис. Ну, полярная сова. Куда же без нее? Тоже я смотрела на отшивы. Смотрела. Ну, прекрасная. Мне тоже хотелось иметь в коллекцию к своим животным и сову, так как у меня уже и мишки есть, и лиса триолис у меня есть, и енота вы увидели, любопытство. Это все у меня, скорее всего, будет в коллекцию. На стене будут висеть вот такие вот лесные жители, и сова туда же. Присматривалась я к совам, рассматривала новую слободу. Но все-таки, кстати, я еще смотрела набор от Чаривной Мыти. Тоже у них есть такая сова. Как же она называется? Вот я сейчас забыла. Ну, неважно. Она тоже чем-то похожа на эту. И, ну, все-таки это мне больше понравилось. Ну, у нее такие красивые глаза. Но она прям настоящая. Прям такая пушистая. Хочется ее взять и потрогать. Прекрасная. 45 на 35 сантиметров. Полярная сова. Вышивается шерстью. И тем более девочки рассказывают, что в отшиве она легкая и приятная. Ну, в общем, как мне вышить такую прекрасную птицу? Конечно же, она мне нужна. Вот такая вот красота. Ниточки и другие сюжеты, которые предлагает фирма Риолис. Лебеди. Все очень красивое. Все очень красивое. Так, и следующий это ежики. Ежики туда же, к моим животным лесным. У всех есть, теперь и у меня есть ежики. Все-таки, наверное, это тоже и влияние Ютуба сказывается, что когда смотришь, все нужно, все нужно. Ежики в бруснике 25 на 25 сантиметров, тоже вышиваются шерстью. А тем более, помимо вот этих красивых, милейших ежиков, здесь присутствует грибок. К грибам я не равнодушна. И здесь есть ягоды. Очень люблю ягоды в вышивке. Вот ягодки меня привлекают, ну, невероятно. Как я их люблю вышивать и как я люблю созерцать их в вышивке. Ну, этот сюжет, конечно, многих не оставил равнодушными. Я смотрю, у девочек, у многих он есть. Ну, обалденный. Просто. И вот теперь у меня целая серия. Я же говорю, еще есть у меня от Риолис и лисичка, которая в листьях такая симпатичная, хитруля. Вот. И будут теперь у меня и ежики. Вот такая вот чудесная, расчудесная красота. Ну вот, по Риолису у меня 2 наборчика. Итого уже 8 мы посмотрели. 9-й набор. Па-бам! Лукас.
Я тоже не отстаю от всех. Я смотрю, девчонки все показывают, у кого с желтыми тюльпанами, у кого с розовыми. И я тоже не смогла пройти мимо. Ну, красота же, ну это вообще, этот набор просто сногсшибательный. По-другому не скажешь. Аида здесь 18-го каунта. 45 цветов. И размер 39 на 25 сантиметров. Размер готовой работы. Великолепный. Ну, просто дух захватывает. Красота невероятная. И мы этот наборчик с вами посмотрим. Я думаю, вам будет интересно, и мне интересно в него заглянуть. Сейчас мы его посмотрим, что у нас здесь есть. Сразу покажу превью. Вот такой конвертик здесь имеется, я так понимаю, здесь с иголочкой и нитевдеватель. Иголочки. И вот такие вот планшетки. Очень красивые ниточки, очень. Планшетки меня не смущают. Вся моя организация будет именно на этих планшетках. Никуда я перематывать их не буду. Я так, когда смотрю видео других девочек, им не нравится, но меня это не смущает. Я уже имела опыт вышивать фирму Аланта. И там тоже были такие планшетки. Я вообще неудобств никаких не почувствовала. Абсолютно. Вышивала себе. Красота, девочки. Это цвета. Все-все-все. Цвета очень красивые. Очень. Каждым цветом будет вышивать просто в кайф. По-другому не могу сказать. Схема. Схема такая. Толстенькая. Большие листы. Схема состоит из 8 листов. Из 8 вот такая вот цветосимвольная. Вышивать по ней будет очень удобно. Все крупно. И все читабельно. Я думаю, здесь ничего страшного нету. Сразу видно, где бэк. Бэка немного. Так, пролистаю, слегка посмотрим. Ну, в ромашках. Весь бэк счетный. Схема очень классная. Очень. Прямо сейчас бы взяла, бы уже вышивала. Очень хорошая схемка. Что у нас здесь еще есть? Ключик с такой вот превьюшечкой. Очень приятно. О, какой сюжет. Не сюжет, а праздник. Это вообще какая сказка. Мама дорогая, как мне все нравится. Потрясающий, девочки. Это потрясающий Лукас. У них вообще как бы всегда нет, насколько я знаю, бэкстича. Но это немножко начали они добавлять. Очень красивый, яркий. Ну вот такой вот, я бы сказала, праздничный. Море эмоций, море. Я не могу вам просто это все объяснить, насколько, ну, нет слов, чтобы выразить свои эмоции от этой красоты. Эти горшочки, вазоны, эти ромашки, лобелия, все очень нравится. Очень. Девочки, вышивайте, покупайте, вышивайте. Класс. И покажу вам последний наборчик свой. Это наборчик уже с Joy Sunday. Ну куда же я и без Китая. Покажу и его вам тоже. Этот миленький зайка. Сюжет от фирмы Lansweet. Ну я его приобрела с нанесенным рисунком. Вот такая вот прелесть, милота. Очень мне понравился. Я увидела у девочек на канале отшив. И решила, что он мне тоже срочно нужен. Отшив именно китайского набора. И этот сюжет я бы даже не отличила от оригинала. Вышито все классно.
Вот такая вот нанесеночка, яркие цветы, он уже, цвета вернее, очень красивый сюжет уже сейчас. Здесь тоже хватает бэкстича, но ничего, очень красивый, класс. Вот такие вот ниточки. Я очень люблю китайские наборы и вышиваю их периодически. Берусь за них. Тянется рука, мне нравится. Что-то в них есть такое. Кто пробовал, кто знает, я думаю, меня понимают. И схемка. Вот, смотрите, сколько бэка. Ну, красота. Очень красивый этот зайчик. Ну, вот такие вот наборчики. Все 10 я вам показала, девочки. Вот такие у меня были покупочки. Я очень рада. Теперь, конечно, себя буду останавливать в этом году точно. Мне уже, наверное, ничего не надо, но я увидела такую закономерность. Чем больше я себе говорю, что хватит, а мне все больше хочется. Ну все, хватит. Да, на самом деле очень много уже накупила. Вышивать не успеваю. Надо все отшивать. Столько красоты кругом. Спасибо вам огромное за внимание. Кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите мне комментарии. Очень приятно видеть обратную связь. Желаю вам вдохновения, здоровья крепкого, самое главное. Творите, девочки, красоту и всего вам хорошего. Пока-пока.